Офицер Джек, сидя за столом в полицейском участке, неожиданно получил тревожный звонок. На другом конце провода слышался испуганный голос ребенка, который умолял о помощи. Сердце Джека забилось быстрее. Он сразу же позвал своего напарника Марка, и они оба выехали по указанному адресу, который оказался заброшенным домом на окраине города. Когда они подошли к дому, их внимание привлекли старые игрушки, разбросанные по двору. Это создавало ощущение заброшенности и печали, и Джек почувствовал, как что-то не так. Осторожно ступая по скрипучим половицам, они вошли внутрь. Внутри царила ужасная атмосфера, повсюду были разбросаны вещи, а воздух наполняло зловоние, словно дом долгое время не видел заботы. Внезапно они услышали слабый голос, умоляющий о помощи. Джек и Марк обменялись взглядами и, собравшись с силами, направились к лестнице, ведущей на второй этаж. Поднимаясь по ступеням, они чувствовали, как напряжение нарастает. На верхнем этаже они обнаружили комнату, в которой находился мальчик, прикованный цепью к радиатору. Он выглядел истощенным и измученным, и Джек, присмотревшись, узнал в нем своего сына Мэтта. Сердце Джека сжалось от горя и ярости. Он быстро освободил Мэтта от цепи и, не теряя времени, вызвал скорую помощь. Мэтт был в критическом состоянии, и Джек чувствовал, что время играет против них. В больнице врачи сразу же принялись за дело. Они сообщили, что Мэтт сильно истощен и обезвожен, и им нужно действовать быстро, чтобы спасти его. Пока врачи работали над его сыном, Джек вспомнил о старом мобильном телефоне, который он нашел в доме. Это могло быть ключом к разгадке того, что произошло. Началось расследование, и вскоре выяснилось, что телефон принадлежал его бывшей жене Саре. Она, погрязшая в наркотиках, потеряла контроль над своей жизнью и, к сожалению, приковала сына к радиатору, оставив его одного в этом ужасном состоянии. Сара была арестована, и Джек, наконец, смог сосредоточиться на своем сыне. Мэтт постепенно приходил в себя, и с каждым днем его состояние улучшалось. Он чувствовал заботу и поддержку от своего отца, который не оставлял его ни на минуту. Вскоре после выписки из больницы Мэтт и Джек начали заново строить свои отношения. Они проводили время вместе, играли в футбол, смотрели фильмы и делились мечтами о будущем. Каждый новый день приносил им радость и надежду. Теперь они были неразлучны, и Джек знал, что сделает все возможное, чтобы защитить своего сына и обеспечить ему счастливую жизнь. С каждым днем их связь становилась все крепче, и они вместе строили светлое будущее, полное любви и поддержки. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.